Всем привет! Сегодня давайте поговорим про токсичную дружбу. Дружба обычно ассоциируется с поддержкой, доверием, теплом и ощущением безопасности. Считается, что друг– это человек, рядом с которым можно быть собой, делиться радостями и трудностями и получать понимание. Однако не каждая дружба приносит пользу. Существуют отношения, которые внешне выглядят как дружеские, но на самом деле причиняют вред. Такие отношения принято называть токсичной дружбой. Проблема заключается в том, что ее не всегда легко распознать, особенно если она длится много лет и стала привычной частью жизни. Токсичная дружба часто не начинается с открытого конфликта или грубого поведения. Наоборот, на первых этапах такие отношения могут казаться очень близкими и интенсивными. Человек чувствует внимание, интерес, поддержку, а иногда даже восхищение со стороны друга. Постепенно эта близость начинает принимать другую форму. В отношениях появляется дисбаланс, где один человек все чаще отдает, а другой требует. При этом негативные моменты могут маскироваться под заботу, шутки или честность. Одним из распространенных признаков токсичной дружбы является постоянная критика. Такой друг может регулярно указывать на недостатки, сравнивать с другими не в пользу собеседника, обесценивать достижения. Часто это подается как желание помочь или сказать правду. Однако после таких разговоров человек чувствует себя не мотивированным, а подавленным, неуверенным и уставшим. Со временем формируется ощущение, что сколько бы усилий ни прилагалось, этого все равно недостаточно. Другой важный признак– отсутствие поддержки в трудные моменты. В здоровой дружбе люди стараются быть рядом, когда другому сложно. В токсичных отношениях поддержка часто бывает односторонней. Один человек выслушивает, помогает, переживает, а когда ему самому нужна помощь, в ответ он сталкивается с равнодушием, раздражением или сменой темы. Иногда токсичный друг может даже обесценивать проблемы, говоря, что они незначительны или что у других все гораздо хуже. Токсичная дружба также может проявляться через контроль и манипуляции. Такой друг может обижаться, если человек проводит время с кем-то еще, принимает решения без его участия или меняет привычный образ жизни. Появляются фразы, вызывающие чувство вины, например, намеки на неблагодарность или предательство. В результате человек начинает подстраивать свою жизнь под ожидания другого, боясь конфликтов и потери отношений. Еще одной формой токсичного поведения является постоянная конкуренция. Вместо радости за успехи друга человек испытывает зависть, раздражение или старается принизить достижения. Он может переводить разговор на себя, сравнивать успехи или подчеркивать собственные трудности, чтобы вернуть внимание. В такой атмосфере сложно чувствовать искреннюю поддержку и безопасность. Опасность токсичной дружбы заключается в том, что она постепенно влияет на самооценку и эмоциональное состояние. Человек может начать сомневаться в себе, в своих чувствах и решениях. Постоянное напряжение, ожидание критики или недовольства приводит к хронической усталости. Иногда люди даже не осознают, что причина их тревожности или плохого настроения связана именно с дружескими отношениями, потому что привыкли считать их нормой. Особенно сложно распознать токсичную дружбу, если она длится с детства или подросткового возраста. В таких случаях отношения воспринимаются как нечто обязательное. Появляется мысль, что раз дружба продолжается много лет, то ее нельзя просто так закончить. Человек может оправдывать поведение друга, вспоминать хорошие моменты и надеяться, что все изменится. Однако без взаимного уважения и желания меняться, такие отношения редко становятся здоровыми. Важно понимать, что токсичная дружба вредит не только эмоционально, но и влияет на другие сферы жизни. Она может мешать строить новые отношения, развиваться профессионально, пробовать что-то новое. Человек начинает избегать изменений, чтобы не столкнуться с осуждением или насмешками. В итоге круг возможностей сужается, а жизнь становится менее насыщенной. Избавление от токсичной дружбы– процесс непростой и часто болезненный. Он может сопровождаться чувством вины, страхом одиночества и сомнениями. Однако важно помнить, что забота о собственном эмоциональном состоянии не является эгоизмом. Первый шаг– это осознание проблемы и честный анализ своих чувств. Если после общения с другом регулярно остается чувство опустошения, тревоги или раздражения, это серьезный повод задуматься.
Иногда ситуацию можно попробовать изменить через открытый разговор. Важно спокойно и четко обозначить свои границы, рассказать о том, какие моменты причиняют дискомфорт. Если друг готов слышать, признавать ошибки и работать над отношениями, есть шанс на улучшение. Однако, если в ответ следует агрессия, отрицание или насмешки, это говорит о том, что изменения маловероятны. В некоторых случаях лучшим решением становится постепенное дистанцирование или полный разрыв общения. Это не означает, что прошлые моменты дружбы были ложными. Они могли быть важными и ценными в определенный период жизни. Но люди меняются, и отношения тоже могут завершаться. Освобождение от токсичной дружбы часто приносит чувство облегчения, даже если сначала сопровождается грустью. Здоровая дружба строится на уважении, поддержке и равенстве. В таких отношениях можно быть собой, не бояться ошибок и чувствовать принятие. Освободив место от токсичных связей, человек получает возможность выстраивать более гармоничные отношения с другими и с самим собой. Понимание того, что дружба не должна причинять боль, является важным шагом к эмоциональному благополучию и более осознанной жизни.